Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами поговорим о пропорциях овальных букв и также попробуем инструмент текст, который позволит нам набирать различные слова, не выходя из программы. Итак, буква О у нас готова, и было бы здорово посмотреть ее в действии. Что нам для этого нужно? Для этого нам нужно, во-первых, поставить рядом букву H, чтобы понять, насколько они между собой хорошо смотрятся. Для этого мы выбираем инструмент текст. И вот у нас есть буква О. Мы можем ее даже несколько раз набрать подряд. Вот. А можем нажать с зажатым шрифтом, набрать букву H. Снова H, О, несколько раз. Вот так вот мы можем с вами это дело набирать. Что мы здесь видим? Ну, во-первых, мы видим, что буква О у нас значительно светлее, значительно легче, чем буква H. Это понятно по толщине штрихка. Для этого нам в идеале бы, конечно, их совместить так, чтобы они хорошо смотрелись. Я выбираю Contour Tool, кликаю два раза по букве О, маску я уже удаляю, она нам здесь не нужна, и увеличиваю. Здесь у нас ширина горизонтали и вертикали 170 и 160. А здесь 145 и 135. Нам нужно это исправить, чтобы они были совместимые. Вот, поэтому что я делаю? Я зажимаю Shift и C. Точнее, сначала C, потом Shift. Раз, два. Делаю 165. И делаю еще раз 175. Жму снова C, Shift. Раз, два, три. Сверху то же самое. C, Shift. Раз, два, три. И C, Shift. Раз, два, три. Режим Power Nudge. Напоминаю, его можно включить принудительно вот этой клавишей, но я обычно делаю это только временно. И вот теперь, если мы посмотрим 170 на 160, 175 на 165 с вылетом минус 10 и 710, эти буквы в режиме текст уже чуть как бы корректнее и аккуратнее между собой смотрятся. Вот. Поэтому мы с вами, пользуясь Power Nudge, можем это все дело правильно скорректировать. Вот. Что еще стоит обратить внимание? На что обратить внимание? Это то, что я делал не 170 и 160, а чуть больше. Почему? Потому что я уже говорил, овальные объекты всегда смотрятся чуть более светлыми, чем аналогичные при той же самой толщине. Поэтому, если мы делаем вертикаль-горизонталь 170-160, то нам немножко нужно процентов на от 3 до 10 примерно процентов нам нужно увеличить, добавить немножко к этому контуру, чтобы масса его смотрелась нормально. На самом деле, как и в случае с буквой H, мы можем очень сильно повлиять на характер этого шрифта. Как это делается? Я могу, например, взять и с зажатым C, Shift, сделать вот так. Например, сделать 85 сверху и снизу, а слева оставить ровно столько, сколько есть. И если я нажму пробел, я увижу, что у нас поменялся характер шрифта. Теперь у нас овал имеет вот такой контраст. Разумеется, это все должно быть во всех буквах, и включая букву H, но примерно по такому принципу у нас строятся различные антиквы и всякие варианты шрифтов, в которых вот такой вот контрастный внешний вид. Вот. В качестве эксперимента почему бы нет? Но мы возвращаем обратно. Нас интересует 165 сверху и 165 снизу. Можно немножко сузить правое и левое approach, правый и левый approach, и теперь у нас текст смотрится гораздо уместнее, без каких-то очевидных дыр справа и слева. Вот, зажимаем Ctrl-A и смотрим, что здесь у нас все узлы имеют одинаковый размер. А вот здесь они, вот, кстати, не имеют одинаковый размер. Почему? Потому что у нас немножко сместилась вот эта точка. Я зажимаю, видите, она должна быть на уровне 350, а она на уровне 351. При этом у нас на 2 единицы отличается длина этих усов. То есть в целом их положение правильное, но точка между ними находится не совсем корректно. Чтобы их сместить, но не трогать сами усы, я зажимаю Alt, выделив эти два узла, и нажимаю вниз. Теперь у меня она на нужной высоте 350 юнитов. И по 107 они имеют длину. То есть все теперь, буква у нас симметрично, все четко, сверху по 204, здесь по 198, все как надо, поэтому можно сохранить эту букву. И маску мы с вами удалили. Теперь можем в режиме текст сколько угодно раз
набирать текст пока из 2 букв. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.